Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Козерог на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз. Что скоро произойдет? Поворот событий до конца апреля. Что ждет вас? Что прояснится? Вот давайте с вами узнаем. По традиции у нас две колоды карты. Первая 78 дверей. Открыты двери или закрыты. Какие подсказки вам дадут карты? Достанем 3, как знаки судьбы. А апрель, вторая половина месяца, решающее время за счет того, что Уран, планета, переходит в знак зодиака Близнецы. До 26-го, это еще пока в знаке зодиака Телец находится планета Уран, и все вопросы благополучия, особенно для вас, потому что вы, как и Телец, принадлежите к знакам зодиака стихии Земли, здесь может, как знаете, какая-то квинтэссенция создаться. Или какой-то, может быть, вы будете принимать основополагающее решение. И я должна сказать, что вторая половина апреля – это не есть зал ожидания, мои дорогие. Скорее всего, время, которое напоминает лабораторию жизни, где вы сами и исследователь, где вы сами и строгий себе экзаменатор. Наверное, ключевой вопрос, основной, который мы себе задаем, что остается в моей жизни после того, как энтузиазм закончился. Какое послевкусие после моего участия или моего согласия? Что будет дальше? И именно в этом апрель начинает раскрываться. Что есть в вашей жизни вовлеченность, просто вовлеченность, а есть настоящее сотрудничество. Вот где-то вокруг вот этих двух вопросов у вас будут развиваться события. Итак, что скоро произойдет и, быть может, что вас удивит, мои дорогие козероги? Кто или что появится неожиданно, такое может быть и не только в конце апреля, но еще и заходом на май. И следующая карта, к чему приготовиться, к чему в принципе все идет. Как изменится ваша жизнь или что прояснится, какая сфера жизни, возможно, будет близка к прояснению. Следующая карта, что будет продолжено на май. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Что для моих любимых козерогов, какой знак судьбы, что вам, какую информацию желает передать карта. Четверка пентаклей. С одной стороны, все стабильно, все понятно, но уже не устраивает. Вот это где-то очень даже граничит с теми вопросами, которые я произнесла до карт. Рассмотрим вообще значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и, конечно, здравого смысла. Девушка нам показана, которая почему-то решила, что ей во что бы то ни стало нужно войти вот в эту дверь. И мы с вами, глядя со стороны, понимаем, ну как тут войдешь? И девушка не уменьшится, да и дверь-то у нас не вырастет. То есть мы думаем, привыкли действовать, может быть, в каком-то шаблоне. Мы себе уже составили какой-то график, план. И определенный момент мы уверены, что ну все развивается, все так оно и будет. А вот не будет. Тут что-то нужно видоизменить именно вам. Потому что это, знаете, как какая-то заноза, это мы как шли-шли и пришли, вот как этой маленькой двери. И дальше непонятно. А карта нам четко говорит, то, что ты для себя сейчас, Козерог, думаешь, что это как недостаток, помеха, преграда, на самом деле тут альтернативный вариант нужно искать. Как с другого подхода или с другого захода нужно подойти к решению какой-то темы. Девушка думает, что я слишком велика для этой двери. Так а тебе и не надо в эту дверь. Ты без этой двери можешь, самое главное, поставить правильно вопрос. Тебе не в дверь нужно войти, тебе нужно попасть в определенное пространство. Может быть, у кого-то из вас вопросы с конкретным переездом связаны. Тогда нужно подходить, не ожидать то, чего не произойдет, а именно исследовать, может быть, вот именно ваши какие-то ресурсы, их рассмотреть с другой стороны, с другой позиции. Девушке ничего не стоит заглянуть и разузнать, да, такую разведку произвести, вообще мне туда нужно или нет. Ну, если уж прямо так надо, ну, взял и перелез этот забор. Понимаете, тут говорят, у страха глаза велики, но хотя тут не совсем про страх. Где-то карта говорит, что мы подзастряли. Мы подзастряли через свои мысли в каком-то шаблоне. Давайте поясняющую карту. Что-то долго ждем. Ждем отклика, ждем, может быть, разослали резюме и ждем, когда нам откликнется человек или какая-то организация. А тут нужно самому действовать. Причем так, рыцарь Пентаклей один из самых медленных рыцарей, он быстро не едет. Но если мы говорим
Уже про двери мы по четверке пентаклей с вами все сказали, что в принципе тут не дверь важна, а само пространство, где мы должны оказаться. Здесь вы сами можете открыть какую-то дверь. И по рыцарю пентаклей, как будто если вы как будто приближаетесь к чему-либо, к кому-либо. Здесь ведь уже встречают нашего рыцаря. Да, дверь закрыта, но она закрыта от посторонних. А вот того гонца или того человека, или кто-то вас будет рад видеть, или когда вы, может быть, уже себе и надумали где-то, нет, у меня это не получится. И тем не менее вы не попробовали. Или не совершили каких-то действий. Или пока вы еще в этот альтернативный вариант какой-то не вписались. Вы пока даже не предполагаете, как можно вашу проблему или какой-то вопрос решить совершенно по-другому. Причем решить намного проще, чем вам это кажется, мои дорогие. Вам кто-то явно откликнется, но именно нужно не от ожидания переходить к действиям. И я говорила, конец апреля не ждал ожидания, а лаборатория. По крайней мере, когда вы попробуете. Даже если, я допускаю, вы узнаете, что что-то вас будет не устраивать или с чем-то вы будете не согласны. Но ведь это уже не ожидание. Это совершенно другое качество уже вопроса или какой-то темы. Когда уже есть пища для размышления. Когда вы уже можете видеть, ну так, панорамно более какую-то проблему или тему. И в принципе уже больше каких-то рычагов в ваших руках становится. Вот вам именно как исследователю нужно быть. Вот я именно вижу так. Но для большинства это может быть банально. Какой-то человек с подарком точнее к вам. Или какая-то важная встреча. Может быть все-таки пентакли. У кого-то это по работе. Какой-то важный разговор. И может быть вы к нему долго готовитесь. И где-то внутренние страхи. Сумею, смогу. А получится, не получится. Получится, мои дорогие. Да, я не говорю, что прямо тут так с разбега. Рыцарь медленный. Может быть, какие-то такие узенькие дорожки вам и придется искать. Альтернативные, опять же. Но тогда какой-то вопрос у вас может решиться положительно. И эта карта очень часто свидетельствует о марафонском забеге. Что да, какое-то дело быстро мы не решим. Но то, чем, к примеру, это рыцарь, всегда символизирует как новое начало или какие-то первые шаги. Но, к примеру, если это касается работы, заработков, откуда к нам приходят деньги, или какая-то ситуация финансовая, которую мы как дополнительный источник дохода пробуем, или, может быть, дополнительную работу берем даже в той организации, где мы сейчас трудимся. Может быть, важный разговор с руководителем состоится, и для вас бонусов-то ведь будет больше. Рассмотрите этот знак судьбы, ну, каждый по-своему. Исходя из реальности, опять же, второй знак судьбы. Карта колесница. Вот будьте готовы. Наверное, дорога в 1000 миль начинается с первого шага. И вот про первый шаг нам вот этот триплет. А дальше как будто колесница понесется. Перемены. Вы, мои дорогие, стоите на пороге перемен. А вы этого не видите. Ну, конечно, старший аркан говорит вокруг тебя, Козерог. Совсем скоро много что изменится. И ты пока не видишь. Для кого-то из вас вот шикарно будет. Например, для тех, кто занимается личным делом, творчеством, развивает, может быть, свое ремесло. Тогда ваша популярность будет значительно возрастать. Вы поймете через какое-то время, что вы как на правильном пути, на правильной дороге оказались. Вы себя можете поблагодарить за то, что вы на что-то решились, мои дорогие. Вот так вот даже может быть. Потому что по карте колесница это есть возможность, как вписаться в нужный поворот судьбы. Но при этом, смотрите, семерка жезлов, не все буквально, не все люди братья, и не все во все дела вам нужно вовлекаться, соглашаться, потому что по семерке всегда нас пытаются втянуть куда-то, куда Макар гусей не гонял, извините за мой сленг, но это имеется в виду персонажи, которые могут на нас воздействовать. Вы люди сильные, вы люди надежные, а чего бы и нет, ну и хорошо. Поручи что-то Козерогу, вот он там будет трудиться до 7-го пота, и он же должен с перфекционизмом или определенной долей довести до ума. А я буду так это спокойно сидеть и ждать, почивать на лаврах. Вот такие персоны у вас есть в вашем окружении. Это железно, которые, может быть, как вашим успехом хотят воспользоваться или как минимум присоседиться где-то рядышком. Карта четко говорит, обратите внимание, как знак судьбы. Человек, вот там непонятно. Не то он закрывает камнем грот, не то открывает. То есть в вашей жизни есть персоны, перед которыми, может быть, и нужно буквально закрыть двери. Или, как минимум, с ними быть аккуратнее. Но есть и те,
которые люди надежные. Я тут вижу, что вам придется фильтровать окружение, хотите вы или нет. Или, по крайней мере, просьбы, предложения, какие-то контакты постоянно анализировать. Нельзя не анализировать. Время такое, время перемен, по крайней мере, для вас. Третий знак судьбы. Иногда королева кубков – это наши близкие, это наши любимые люди. Но здесь у нас буквально как мольба на образ идет, да? Так вот, иногда ведь это карта об ожидании. Нам уже говорили об этом. Ну, давайте узнаем, с чем это связано. С личной жизнью или действительно ожидание какое-то затянулось. И с личной жизнью, и ожиданием. Вот прямо скажем. Старший аркан, опять же, влюбленные. Всегда карта выбора. Выбор сложный, который зависит где-то от внешних условий, от внешних событий. Но, может быть, стоит все-таки вам сделать какой-то первый шаг. Может быть, важный разговор с вашим близким человеком. Вам самим, может быть, на что-то решиться. Вы понимаете, пока мы, правда, первые шаги не сделаем, вот и не там останется. Или мы, словно вот этот человек, не то открыли этот грот, не то закрыли, не туда, не то нет, не то какая-то неразбериха, путаница. Вот разобраться в каком-то вопросе, и, может быть, это та история, которая свидетельствует, что были планы. И планы такие замечательные, чудесные, может быть, и любовь. Но вот нашла коса на камень, у кого-то, может быть, помириться придется, но у кого-то вопрос может касаться, ну, к примеру, дома, совместного места проживания. Может быть, одновременно и вашей работы, у кого-то работа на дому. Вот карта десятка жезлов говорит, что ты уже прошел какой-то путь, и сейчас тебе теми же методами нет смысла действовать. Нет смысла, кстати, ждать, что кто-то появится первый. И если правда требуется провести важный разговор, к примеру, вы поссорились, но не нашли взаимопонимания, или, может быть, и не ссорились, но как-то отдалились друг от друга, возникло какое-то, ну, как расстояние между вами, да, ну, я так условно говорю, может, расстояния-то и нет, но, тем не менее, близость, она вот сама по себе душевная, конечно, близость, она почему-то вот свидетельствует больше о том, что как отрыв одного человека от другого происходит. Десятка жезлов – это всегда нам подсказка о том, что ты уже не действуй как прежде. И у нас человек показан, который буквально пытается открыть дверь, дверь стеклянная, и толкает ее от себя. Вполне вероятно, он прошел долгий коридор, где множество дверей было. И каждая дверь именно от себя открывалась. Но именно последняя, вам какой-то последний шаг, как знаете, какой-то итог или вот какой-то важный разговор, диалог все-таки вам нужно с кем-то провести. Провести и прояснить для себя какую-то ситуацию. Может быть, предложить самому, не выжидать, а какой-то альтернативный вариант. Кому-то сказать или себе сказать, я все-таки попробую, и решиться, опять же, на какое-то действие. Потому что через опыт мы будем понимать, как нам будет правильно, как нам будет более, причем аккуратный опыт, да, когда мы действуем, но больше один на один. Ну, может быть, и есть какое-то взаимодействие с конкретным человеком, но я не исключаю, что инициатором можете быть вы. Тут эта дверь, хоть ее человек толкает, а ведь она легко открывается, ее легко потянуть на себя, и дверь открылась. Метод другой, мои дорогие. Что вас удивит или что скоро произойдет до конца апреля? Но это ваша карта, королева Пентаклей. Вообще это карта стабильности. Ну, где-то по четверке Пентаклей нам тоже говорят, все стабильно, все понятно. В принципе, ничего и менять не хочется. Но, тем не менее, это тот человек, который умеет зарабатывать деньги. Это тот, который очень ответственный. Это тот, который хочет создать семью. А может быть, это уже человек семейный. Потому что именно по королеве Пентаклей это, знаете, очень хорошая хозяйка. Это та, которая может выхаживать ночь за ночью больного ребенка. Та, которая умеет поддержать мужа в сложную минуту. Мои дорогие девочки, тут вот именно о вас. Но и та, которая умеет, ей свойственно, по крайней мере, королеве Пентаклей, вдохновение, творчество. Может быть, есть какой-то у вас проект, который вы раз за разом откладываете потом. А тут нужно именно попытаться какую-то вашу задумку воплотить в жизнь. Возможно, организовать свою жизнь по-новому. У кого-то это будет совместное проживание или какая-то важная беседа. По сути дела, мы укрепляем
наши позиции. Но, тем не менее, хочется узнать, так а что вас удивит? Может быть, и вы себя удивите, а возможно, и есть конкретный человек, который вас удивит. Вас удивит какая-то история, которая связана и одновременно с финансами, и не сумели договориться. Вот опять же, деньги и взаимоотношения. Как будто недостаток. Пятерка пентаклей всегда карта, знаете, когда не было единого какого-то взгляда на вещи, может быть, на мир, на какую-то проблему. И вполне вероятно, что это то, с чем вы приходите к середине апреля. Так что же там произойдет? Две пятерки. А вы знаете, мои дорогие, что удивит? Но я сейчас еще одну карту достану. Две пятерки, два недостатка. Это карта конфликта. Может быть, вполне вероятно, у вас есть какая-то история, а вот точно помириться можно. Но, тем не менее, продолжим. У вас есть какая-то грустная история, по которой, даже если вы не ссорились, или, может быть, ссора была прежде, или это были те отношения, когда вы отдалились. Может быть, и человек на какое-то время отдалился по разным причинам. Тут мы причины не рассматриваем. И вы уже сами даже в чем-то поставили точку. Я не исключаю, что вам, во благо вам, придется рассматривать какой-то альтернативный вариант. Именно тот, в котором вы посчитали, что эта дверь никогда для меня не откроется. А здесь идет карта «Мир», которая говорит о том, что вам по прежней истории, по какому-то дежавю, вполне вероятно придется искать альтернативный вариант. Будьте к этому готовы. Вас может удивить человек. Может быть, вам придется провести какие-то важные диалоги. И уже в диалоге вас удивит некоторый человек. Или некоторые люди. Или подход к какому-то вопросу. Ну, у каждого тут будет какая-то своя история. Ведь по аркану «Мир», старший аркан, нет ничего невозможного. Вполне вероятно, для кого-то из вас удивлением может стать, и я надеюсь, да, у нас сейчас планетарные транзиты именно таковы, что это, знаете, как Вселенная стремится к миру. Чтобы в мире, в конце концов, состоялся мир. Во многих странах сейчас неспокойно. Где-то конкретно война, где-то, может быть, и не война, но страшно на улицу вечером выйти. Меня вот опять же смотрят из разных стран люди. То есть есть какая-то, может быть, конфронтация, опаска. Или когда есть, ну, вот эта заноза, когда, ну, пока вот обстановка внешняя не вселяет уверенности. Но, видимо, как границы падают, да, мир буквально, рушатся какие-то. Поэтому, может быть, это вот что удивит вас или что произойдет. Внешние какие-то события будут как раз способствовать, мои дорогие, ведь по этой карте иногда идет буквально перемещение, путешествие, поездка куда-то очень далеко. Или планируемое таковое, да? Вот здесь и такие могут быть предпосылки тоже. И вас, с одной стороны, удивляет, а с другой стороны, это как альтернативный вариант решения вашего вопроса или проблемы. Я должна сказать ради честности, откровенности, все же не все по картам. Если мы берем астрологически до конца 2026 года период, да, вот смотрите, 26 апреля у нас планета Уран входит в знак зодиака Близнецы. Это как сами по себе где-то перемены, потому что планета-управитель Близнецов – это Меркурий. И близнецы – это те люди, которые любознательны к миру, те, которые готовы где-то гибко меняться. Это любопытство к жизни, а не к соседу, да, это тоже проходит. Легкость на подъем, безусловно. И это все импонирует с картой «Мир». К этому времени, 26 апреля, вот такая ключевая дата, планета Плутон находится в знаке зодиака Водолей. То есть две планеты – знаете, как трансформация революционных перемен, в том числе технологий или каких-то, ну, новых цифровых, может быть, особенностей нашего мира, как и по финансам, так и возможностям, посредством, может быть, интернет, опять же, эфир, пространство, интернет. Вот для нас будут открывать после 26 апреля новые варианты работы, новые варианты сотрудничества. Здесь, конечно, это за один день, за одну ночь не произойдет. Более того, вот я как раз к какому итогу подвожу. Ваша планета Сатурн, мои дорогие козероги. Так получается, что еще до конца июля, если мне память не изменяет, это, по-моему, до 27 июля, планета Сатурн в прямом директном движении, но эта планета находится в тех же градусах, как находилась еще в
конце 2025 года. То есть это какая-то прежняя история. Это все равно какое-то дежавю. Это то, что нам знакомо. А далее с 27 июля и по 11 декабря, считайте, до конца года, Сатурн уйдет в ретро-движение. Мы неизбежно, видимо, шаг за шагом переделывать, перестраивать или как-то реконструировать, реструктуризировать или трансформировать как и отношения, так и отношения наши собственные к работе или к новым возможностям заработка будем до конца года. Но, видимо, вот знаете, как портал невидимый какой-то для вас открывается именно конец апреля или май. Будьте внимательны. Третья карта. К чему приготовиться? К чему все идет? Еще одна пятерка. К какому-то разочарованию. Но я больше должна сказать, что эта карта всегда то, что было в прошлом. Это не сейчас разочарование. Это когда мы правильно поступили, на наш взгляд. Когда мы, может быть, откликнулись кому-то, а нам нет. Когда мы были в чем-то уверены, а может быть, это как предательство, это какое-то разочарование, но, возможно, у нас еще пока Хирон в Овне, а это всегда какой-то заезженный сценарий. Поэтому вот какой-то заезженный сценарий или выход из повторяющихся каких-то событийных ситуаций, которые отдаленно все равно где-то напоминают одно и то же. Вот у вас сейчас к чему приготовиться, вот именно нужно из этого выйти. Ну давайте посмотрим. К чему приготовиться. А вот и приготовься, Козерог, что скоро будет что-то меняться. И если ты прежде словно был в таком статическом положении, то тебе придется совершить некоторые поездки, тебе придется правильно работать с информацией, быстро откликаться и рассматривать какие-то альтернативные варианты. Будь, в принципе, готов к неожиданностям, потому что тут как и через новостную палитру, так и буквально, когда что-то вокруг будет вокруг вас меняться. И ведь тут действительно, если то, почему мы прежде испытывали вот как какой-то грустный опыт или разочарование, к чему приготовиться, что что-то пойдет не так. Причем пойдет быстро развиваться. Или когда вы услышите какую-то новость, это потребует от вас безэмоционального подхода. Причем мужество потребует. Потребует, возможно, куда-то поехать, отправиться, переехать. Для кого-то из вас рассмотреть работу, которая может быть, опять же, связана с интернетом или с новыми технологиями. Обучиться, может быть, новым технологиям. Я такое тоже не исключаю. По шестерке мечей это карта заслуженного успеха. Но он не приходит сам по себе, да. Толчок мощный дают именно перемены и непредвиденные события. Может быть, это будет касаться вашей работы. Жезлы, дела, работы, бизнес. Или пусть касается личной жизни, но это может касаться согласований, контрактов. Брачных, к примеру, да? Или недвижимости. То есть у каждого тут все равно, но это больше будет уже, поскольку жезлы, то есть документооборот какой-то. Или не просто то, что на словах, а то, что еще через действие, активность. Поэтому будьте готовы к неожиданностям, мои дорогие, которые могут для вас открыть как новый взгляд на вещи, новый взгляд на мир. Но вам придется принимать какое-то очень важное решение и в чем-то делать первый шаг. Следующая карта. Я, кстати, перепутала, кто или что появится неожиданно. Поэтому, мои дорогие козероги, давайте переиграем. Ну, в принципе, мы можем где-то, я вот сейчас открою, это третья карта, просто достала дополнительных очень много по первой позиции. А потом начала, как-то перескочила сразу на третью. А второй вопрос, кто или что появится неожиданно. Ну, в принципе, все то, что я сказала, это в силе, но что может появиться? Сама по себе неожиданность, да? Но тут и человек может появиться неожиданно. Именно тот, в чем вы, может быть, в отношениях поставили точку. Или предложение с прежнего места работы. Или, пусть это касается документов, когда вроде будет оказия получить какую-то важную бумагу или документ. Возможность, мои дорогие, сама по себе у вас появится неожиданно. И вам вот этот первый шаг будет необходимо сделать. И вот если к чему приготовиться, к чему все идет, это вам по судьбе. Поэтому как переложите и конкретного персонажа, который может быть даже в лице руководителя, или пусть это личная жизнь, потому что пятерка кубков иногда это по личной жизни, то вот тут, скорее всего, вот, к примеру, я могу, допустим,
допустить, что кто-то будет планировать важную встречу, может быть, на май, на июнь. Это первый шаг, да? Может быть, для этого как раз документы и нужно подготовить, и к этому будут предпосылки. Но здесь как будто мы это не избежим. Нам нужно именно этой дорогой пройти. Как изменится ваша жизнь? Туз жезлов всегда меняет нашу жизнь на период до и после. Сама по себе карта говорит о получении новости. Это возможность. Поэтому, мои дорогие, вам придется рассматривать точно, железно, какой-то альтернативный вариант. Альтернативный вариант в виде дополнительного заработка, но у нас выпадает пара. Дополнительный вариант, как взаимоотношения. Может быть, это договоренности. Может быть, будьте готовы к тому, что, к примеру, кому-то из вас могут предложение сделать по работе, по личной жизни. Но это неровная траектория, это не открытое пространство или шоссе. Скорее всего, тут будут некоторые обходные такие маневры или острые углы, которые вам придется обходить. Но все же у нас выпадает пара, и будем говорить, пусть пара пентаклевая у кого-то в личной жизни, у кого-то проиграется, как очень хорошее плодотворное сотрудничество. Для кого-то из вас, кто в паре, это можно построить семейный бизнес. Понятно, это не до конца апреля. Это уже куда-то с заходом на май. Это на долгий период времени. Вот что будет продолжено. Карта Солнца, все то, что я сказала. Обратите внимание. Не совсем простой у нас с вами расклад, когда именно вот этот альтернативный вариант, буквально с первой карты, нам об этом все карты кричат, говорят, повторяют на все лады в сочетании с разными картами. Но ведь вам дорога к Солнцу. Это новое качество жизни. И, скорее всего, какой-то проект, отношения, как по Сатурну, кстати. Потому что иногда эта карта символизирует период 6-8 месяцев. Вот это как раз до конца года. А может быть, первые месяцы 2027, кто знает. Вот вам, видимо, каким-то вопросом совсем скоро придется заниматься. И делать именно сейчас. Как будто подготовиться нужно к этим альтернативным шагам и вариантам. Карта совет. Ты уже в каком-то деле, Козерог, сделал все, что мог. Наступает время идти вперед. Более того, по этой карте мы как будто уже накопили силы. Накопили и мудрость, и мужество. Наступает время именно отойти от какого-то прежнего шаблона. Какой еще совет? Ты уже даже сам, может быть, того не сознавая, устал. Вот смотрите, у нас выпадает десятка жезлов. И десятка жезлов – это вторая карта, которая у нас выпала в раскладе, несмотря на то, что колоды, мои дорогие, они разные. Но, видимо, вот пора подводить итоги. Не держись за старое, как будто отпускай. Ты как только свалишь, вот сбросишь словно вот эти 10 жезлов, тебе сразу станет легче. Потому что, может быть, это как предубеждение. Может быть, это какое-то наше полная или уверенность, или та траектория жизни, когда мы тоже отчасти уверены или думаем, что так правильно продолжать. Может быть, это то, за что вы держитесь, точно держитесь, мои дорогие. И вторая карта, четверка пентаклей. Да, тут нужно быть внимательным к финансам. Может быть, этот момент он присутствует, потому что финансы вам потребуются. Но и есть то, что для вас как чемодан без ручки, правда? Все карты говорят об этом. И что вот как этот воин, он идет налегке. 9 жезлов он оставляет, 8 точнее, за своей спиной. Один, самый важный, для того, чтобы пройти вот какую-то болотную топь. Это, условно говоря, вам еще придется пройти какой-то не совсем простой путь, может быть, до конца года. Но оно этого стоит, потому что на кону ваше солнце. Вот единственное, что вас может сдерживать, это власть предубеждений. Или глубокая философия на мелком месте. Как будто карта говорит: открой глаза, тебя сейчас ничто не держит. Это сам себе какие-то табу или сам себе какие-то ограничения Козерог поставил. А в принципе нет ничего того, что бы вас сейчас сдерживало, ограничивало или мешало. Вот посмотрите все карты об этом. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые Козероги. Солнце, правда, новое качество жизни. Оно стоит того, чтобы что-то начать менять или попробовать.
перекладывайте на себя, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы откликаетесь и пишете добрые душевные комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте и ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.